Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Приготовим невероятно вкусный, нежный, воздушный кулич панеттоне. Итак, для начала нам нужно подготовить опару. Загружаем 12 грамм дрожжей, живые дрожжи у нас, 10 грамм сахара, 100 грамм теплого молока. Все тщательно перемешиваем, чтобы дрожжи полностью растворились в молоке. И добавляем 70 грамм муки. Все тщательно замешиваем и будем накрывать полотенечком и ставить подходить в теплое место на 40 минут. Вот прошло 40 минут, опара увеличилась практически в 2-3 раза. Будем уже замешивать основное тесто. Сразу в дежу миксера просеиваем 400 грамм муки. Добавляем 2 яйца и 3 желтка. (50 миллиграмм воды, теплой обязательно). И добавляем опару. Сразу устанавливаем дежу миксер, меняем венчик на крюк и будем перемешивать в среднем минут 10. Ориентируйтесь по замесу, когда тесто начинает отставать от стен дежи, тогда можно уже добавлять следующие ингредиенты. Муку используйте хорошего качества. Периодически останавливайте процесс и соскребайте тесто со стенок дежи. По прошествии 10 минут добавляем сахар 140 грамм. Замешиваем это все тщательно. И по кусочку добавляем сливочное масло. В среднем 150 грамм сливочного масла нам будет нужно. Перемешиваем опять минут 10 после того, как вы ввели все сливочное масло. Также можно замесить это все вручную, но времени, конечно, уйдет на этот процесс в 2 раза больше. Но вручную также возможно. Тесто получается эластичное, нежное. Прошли у нас следующие 10 минут. Добавляем соль, цедру апельсина. У меня цедра апельсина заготовлена с сахаром, хранится в холодильнике. Процесс приготовления есть на моем канале. Ссылочку я оставлю вверху на экране. Пожалуйста, заходите, смотрите. Также добавляем ванильную и ромовую эссенцию. По 2-3 капельки достаточно будет. Можно также добавить ванильный сахар. Также будет вкусно. И замешиваем еще минут 5. И практически тесто уже будет у нас готово. Прекрасно вымешанное. Хорошо отходит от стен дежи. Проверяем лопаточкой. Тем временем подготавливаем глубокую миску. Рассчитывайте так, что тесто поднимется у вас в 3-4 раза. Смазываем стол сливочным маслом комнатной температуры, можно растопленным сливочным маслом. Останавливаем миксер и выкладываем тесто на стол. Благодаря цедре апельсина тесто приобретает желтый золотистый цвет, и не нужно добавлять никакой куркумы. Видите, как тесто хорошо тянется, оно эластичное, то есть прекрасно вымешанное. Слаживаем вот таким приемом
примерно 3-6 раз. Чем больше, тем лучше. Просто растягивайте и слаживайте книжечкой. Выкладываем в глубокую миску и оставляем в холодильнике минимум на 12 часов. Ну, конечно же, затягиваем пленочкой, ставьте тарелочку сверху. Если на улице холодно, то на балкон, если нет, то в холодильник. Минимум 12 часов. Я обычно это делаю на ночь. И вот утром мы достаем тесто, снимаем пленку. Как вы видите, оно прекрасно увеличилось. Поверхность смазываем сливочным маслом и выкладываем тесто на рабочий стол. Опять складываем его книжечкой в среднем 6-7 раз. Нужно проделать вот такой маневр. После теста делим на 2 части. Из этого теста у нас получается 2 кулича. Форма у меня Пандора на 750 грамм. Смазываем все сливочным маслом. Можно как растопленным, так и комнатной температуры. И припыляем немножко мукой. Также смазываем сливочным маслом рабочую поверхность. Выкладываем одну часть теста и растягиваем руками в квадрат, в прямоугольник. Также заранее нам нужно было подготовить цукаты для начинки. То есть изюм, вяленую клюкву, цукаты из корки апельсина заливаем хорошим алкоголем, водкой с добавлением ромовой эссенции. И настаиваем минимум 2 часа. Перед выкладкой на тесто сливаем жидкость и формируем наш кулич. Накрываем один слой. Также сливаем жидкость с изюма. Кто не любит много цукатов, можете пропорцию уменьшить, положить ровно столько, сколько вам понравится. Накрываем второй слой. Сливаем с клюквы жидкость. И выкладываем последний, 3-й слой для цукатов. Защипываем бока, закручиваем улитку и выкладываем в форму для подъема. Накрываем пленкой, закрываем тарелочкой и ставим в теплое место подходить до самого верха, чтобы тесто поднялось у нас до верха формы. В среднем это минимум 2 часа. Ставим в духовку выпекать 180 градусов первые 10 минут, потом ставим 160 градусов, в среднем минут 30-40. Готовность проверяйте шпажкой. Еще теплые куличи я покрываю сахарной глазурью. Для глазури я использую 200 грамм сахарной пудры, 1 белок и 1 чайную ложку лимонного сока. Все взбиваем миксером на протяжении 5 минут. Посыпаем сахарным разноцветным дрожжи или любым другим украшением на ваше усмотрение. Перед тем, как кулич разрезать, нужно дать ему постоять минимум 2-4 часа. Чем больше, тем будет лучше, потому что свежим его резать очень сложно. Также из этого нежнейшего теста мы готовим кулич Пандора. К вашему вниманию ссылочка на рецепт появится у вас вверху, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, сохраняйте эти чудные, прекрасные рецепты, которые вам обязательно понравятся, и вы будете готовить их всегда.